Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В этом видео мы разберем с вами процесс вязания спицами узора по схеме. И этот узор я буду использовать для вязания женского свитера. В этом видео мы разберем с вами схему вязания этого узора. Схема данного узора выглядит так. Она состоит из 12 петель, но для асимметрии я еще здесь добавила 2 изнаночные петли. И для того, чтобы выполнять хорошие расчеты для вязания свитера, я здесь добавила по 8 петель и плюс 2 кромочные. То есть для вязания данного образца я набираю общее количество 32 петли. И выполняю вязание этого образца в высоту необходимой длины, то есть у меня данный образец получился чуть более 15 сантиметров. 2 спицы номер 4, пряжа и обычным способом набора набираю общее количество 32 петли. Выполнив набор петель, приступаю к вязанию. Первый ряд. Кромочную петлю снимаю, 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 изнаночные петли. 1, 2. 10 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 изнаночные петли. 1, 2. 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочная петля, изнаночная петля. Вязание второго ряда и далее всех изнаночных рядов выполняется следующим образом. Первая кромочная снимается, последняя вяжется изнаночной петлей, а петли посередине выполняются вязанием по рисунку. Кромочную снимаем, бугорок, петля закрытая, вяжем ее изнаночной. Изнаночная, изнаночная. Изнаночная, изнаночная и еще раз изнаночная. Здесь петля открытая, вяжем ее лицевой. Лицевая. И далее вяжем все петли по рисунку. После чего я вяжу еще 2 ряда. Третий ряд выполняю вязание как первый ряд. 8 лицевых, 2 изнаночные, 10 лицевых, 2 изнаночные, 8 лицевых. А четвертый ряд выполняю все петли по рисунку, как вязала второй ряд. В дальнейшем вязании я не буду останавливаться на вязании кромочных петель и 8 петель лицевой глади в начале и в конце данного образца, а буду вязать только центральную часть, сам узор. Итак, вязание первого ряда узора. 2 изнаночные петли, 4 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 2 петли на дополнительную спицу перенести и оставить за работой. Следующие 2 лицевые петли, с дополнительной спицы возвращаю 2 петли, вяжу их 2 изнаночные. Две изнаночные петли. Второй изнаночный ряд, все петли
по рисунку. Вязание третьего ряда узора. 2 изнаночные петли, 2 петли на дополнительную спицу и оставляем за работой. Следующие 2 петли лицевые. С дополнительной спицы возвращаем 2 петли, вяжем их лицевыми. 1, 2. На дополнительную спицу переносим 2 петли, оставляем за работой. Следующие 2 петли лицевыми. 1, 2. С дополнительной спицы возвращаем 2 петли, вяжем их лицевыми. 1, 2. 4 изнаночные петли. Четвертый ряд узора, все петли по рисунку. Вязание 5-го ряда. 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 петли на дополнительную спицу и оставляю за работу. Следующие 2 петли лицевыми. С дополнительной спицы возвращаю 2 петли, при этом я их разворачиваю. И эти 2 петли вяжу изнаночными. Следующие 2 на дополнительную спицу перед работой, 2 изнаночные петли. С дополнительной спицы возвращаю 2, вяжу их лицевыми. 2 изнаночные. Изнаночный 6-й ряд, все петли по рисунку. Вязание 7-го ряда. 2 изнаночные петли, 2 петли на дополнительную спицу, оставляю за работой. Следующие 2 петли лицевыми. С дополнительной спицы возвращаю 2 петли на рабочую спицу, 2 лицевые петли, 4 изнаночные петли, и 2 лицевые, 2 изнаночные петли. 8-й изнаночный ряд, все петли по рисунку. Выполнив вязание узора в высоту 1 раз, далее эти 8 рядов повторяются. Выполнив высоту раппорт узора 4 раза, петли я закрыла и нить отрезала. И такой образец у меня получился. Ставьте класс к этому видео и выполняйте вязание следующих образцов для вязания свитера.